Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу сегодня предложить вашему вниманию вот такой вот браслет. Легкий летний браслетик. Можно носить его хоть на каждый день, но и он получился достаточно нарядный. Можно куда-нибудь на торжественное событие одевать. Браслет плетется проще не бывает. Так что это изделие подходит для новичков. Если вы только начинаете плести, то вот такое украшение вы можете сделать себе в течение часа. Ну и я расскажу вам, какие я использовала материалы. Бусинка 8 мм. Серебристый бисер, его номер 18503. Но я, честно вам скажу, я очень недовольна этим бисером. Вы посмотрите, я только закончила плетение, а бисер уже потерял свой блеск. И если его 2-3 раза одеть, то я думаю, что он вообще станет прозрачным. То есть, если делать такое изделие, то нужно подобрать какой-то более стойкий бисер. Вот такие вот биконусы, хамелеоны. 4 мм. Плела я на леске, на обыкновенной вот леске 0,18 мм. Когда я начинала этот браслет плести, я попробовала плести на мононите. На мононите браслет смотрится более красиво. Вот эти вот дуги лежат более ровно, более так натянуто получается. Но, к сожалению, мононить в последнее время оставляет желать лучшего. Она регулярно рвется. Вместо наконечников я поставила вот такие вот металлические бусинки. Ну, а как начинать этот браслет, чтобы у нас было куда прикреплять замочек, я вам сейчас покажу. Я использовала вот такие вот металлические бисерины. Но это такие вещи, которыми прикрепляют тросик. То есть тросик с двух сторон засовывают и потом его сжимать. Я, честно говоря, не знаю, как они называются. Но они вот иногда выручают. Ну и давайте я покажу вам, как плетется этот браслет. Браслет наш плетется, мы 5 раз ходим в одну сторону, в другую сторону, в одну сторону, в другую сторону. То есть вы можете или брать нитку где-то в районе метра, или каждый раз, заканчивая один ряд, брать новую нить и, значит, 5 коротких ниток взять. Но я вот плела одной ниткой и брала я около метра. Значит, я сегодня буду плести на черной мононите, чтобы вам было лучше видно. Ну и давайте приступим. Первая наша бисерина – это вот эта металлическая бусинка. Я к ней потом прикрепляла замочек. Но вы можете делать так, как вы любите, как вы привыкли, как вы закрепляете замочки. У каждого своя хитрость есть. Дальше, что делала я? Я брала 2 бисерины. Вот у меня это бисерины 8 размера, но тут можно брать любые, можно брать вот такие металлические. Главное, чтобы здесь была большая дырочка, потому что эти бисерины наши технические, их не будет видно под наконечником, а они нам будут помогать в плетении. Вот наши технические бисерины. Я покажу вам в 2 цветах, чтобы было вам более понятно. Дальше мы будем набирать вот такой набор. 2 бисерины, биконус, 2 бисерины, бусинка. И так мы будем продолжать до нужной нам длины. 2 бисерины, биконус, 2 бисерины, бусинка. Вот в этом браслете у меня получилось 13 бусинок. Дело в том, что длина браслета в ходе плетения меняется. Когда я первоначально вот такой набор набрала, я приложила, хватило 9 бусинок. Но когда я начала делать оплетку, браслет в размерах уменьшился и пришлось уже делать на 13 бусинок. Если вы захотите, вы можете сплести небольшой образец, померить, что у вас получится на, допустим, 3-4 бусинки. Ну и определиться с длиной. Ну, а если нет, то можете вот взять 13 или 12 бусинок. Ну и так мы набираем нужную нам длину. Ну вот смотрите, я, допустим, набрала полную длину. Заканчивать мы браслет, как начинали здесь, 2 бисерины, биконус, 2 бисерины.
Так и здесь заканчиваем 2 бисерины, биконус 2 бисерины. Теперь мы одеваем наши технические бисеринки 2 и металлическую, к которой мы будем прикреплять замочек. И смотрите, мы будем... Неудачно получилось. Технические такие бисеринки одного цвета. Посмотрите, мы будем плести наши дуги, вот эти дуги. Мы будем плести, начинать, смотрите, вот эти 2 бисерины. И заканчиваться дуги будут вот эти 2 бисерины. Значит, первый наш набор будет идти, смотрите, бисерина, которая стоит от биконуса, вторая. То есть она стоит выше. И заканчиваться эта дуга будет вот эти 2 бисерины, она тоже будет заканчиваться выше, то есть она будет вторая от биконуса, то есть из вот этой бисерины вот в эту бисерину. Ну и так как наше плетение начнется вот из этой верхней бисеринки, то нам в нее и нужно выйти. Вот смотрите, наша иголка выходит из верхней бисеринки в сторону браслета. Нитка идет вот из этой бисерины, которая стоит вторая от биконуса, нитка идет вниз. Набираем 10 бисерин. Вот, набираем 10 бисерин. И заходим иголкой, смотрите, вот наша бисериночка, которая стоит сразу возле бусинки. Вот сюда. Вот так по ходу, как нитка вперед идет, так вперед и идем. Набираем следующие 10 бисерин. И точно так же проходим. Вот у нас из-под бусинки вышла нитка. И мы ее точно так же вот здесь заходим из-под бусинки и идем сюда, в сторону браслета. Все время в одном и том же направлении. Вот так идем. И так мы делаем до самого конца. И вот мы набрали наши последние 10 бисериночек. И точно так же мы заходим, смотрите, вот сюда, вот в бисеринку, которая возле бусинки стоит. И вот теперь мы хорошенечко подтягиваем. И следующие наши наборы будут выходить, вот смотрите, у нас выходила нитка из той бисерины, которая возле бусинки, а теперь мы будем плести вот из этой бисерины, которая возле биконуса стоит. Но нам нужно из нее выйти в обратном направлении, поэтому я делала вот так. Я выходила в наши технические бусинки. Вот так, из одной вышла. Развернулась и захожу, смотрите, нитка выходит из верхней, а я захожу вот чуть ниже и возвращаюсь и выхожу из бисерины, которая стоит возле биконуса. Вот так. И теперь мы будем делать вот такой вот набор. То есть 4 бисерины, биконус и 3 бисерины. И теперь смотрите, наша задача, чтобы новая дуга наша была все время выше, чем вот эта дуга, которая здесь. Если мы нашу дугу провяжем снизу, а другую сверху, то мы потом с ними ничего сделать не можем, так как эта дуга получается очень туго находит. Мы специально набрали такое количество бисерин, чтобы наша дуга была именно вот такого размера, чтобы она не могла уже покинуть свое место. И вот смотрите, мы набрали 4 бисерины, биконус 3 бисерины, и заходим, вот мы делали вот в эту бисерину заходили, а теперь заходим в ту, что стоит возле биконуса. Вот так. По ходу плетения идем. Раз, и набрали. И следующую дугу делаем точно так же. 4 бисерины. Делаем такой точно набор. 4 бисерины, биконус, 3 бисерины.
И точно так же проходим вот в ту бисерину, которая у нас ближе к биконусу стоит, вот сюда. Вот так по ходу плетения мы и идем. И вот у нас, смотрите, в профиль получается как. И вот мы добрались до конца браслета, и мы заходим вот в эту бисеринку, которая стоит возле биконуса. С одной стороны мы оплетку сделали. Теперь смотрите, по этой стороне мы будем плести тоже такую оплетку. Только наши дуги теперь будут начинаться вот из вот этих бисерин. То есть, что мы должны сделать? Мы должны развернуться ниткой в обратную сторону. Выходим в наши технические бисерины. И возвращаемся в обратную сторону. То есть, вышли из одной, а заходим вот сюда. И вот, смотрите, наши... две бисерины, из которых мы будем начинать. Начинать мы будем вот здесь от бусинки, как начинали плести вот эту дугу. То есть наша дуга теперь будет состоять из 10 бисерин. Выходим в бисерину возле бусины. Конечно, нужно подобрать бисер, чтобы была большая дырочка. Вот этот серебристый бисер, он... может быть, по цвету не очень стойкий, но у него очень хорошие большие дырочки. Много раз позволяет ходить по ним. Ну и делаем все то же самое. Набираем 10 бисерин. Бисериночек. И делаем все, что делали до сих пор. От бусинки у нас вот так вот нитка вышла. Значит, вот сюда она к бусинке и пришла. Все время идем в одну и ту же сторону. Вот так. Набираем следующие 10 бисерин. Вторую сторону плести гораздо легче. Эти бусинки, они торчат в сторону, и ходить по ним одно удовольствие. И заканчиваем мы наши дуги вот здесь, вот в этих двух бисеринах. Вот так, смотрите, раз у нас выходила возле бусинки, то есть нижняя бусинка, то есть мы вот сюда должны зайти вот в эту нижнюю бусинку, которая стоит дальше от биконуса. Проходим в нашу техническую бусинку для того, чтобы развернуться. Выходим, смотрите, в ту бисерину, которая стоит возле биконуса. Вот смотрите, наша нитка выходит из бисерины, которая стоит возле биконуса и в направлении основного браслета. Смотрите, тут можно сделать два варианта. Можно сделать так, как я, что с одной стороны идут биконусы, с другой стороны чисто бисер. И точно так же, то есть браслет получился двухсторонний, одинаковый с одной стороны и с другой. Если мы будем плести вот такие дуги по этой стороне, то у нас будет браслет такой, что здесь будут биконусы, а здесь будут одни вот такие дуги. Тоже будет интересно. Ну, давайте сделаем так, как делала я, а вы уже сами решите, как вам нравится.
Тогда смотрите, для того, чтобы сделать биконусы вот здесь, с этой стороны, вы все время должны теперь следить точно так же, чтобы вот эта дуга с биконусами была выше, была расположена выше, чем вот эта дуга. То есть из бисерины, которая находится возле биконуса, мы делаем вот такой набор, как делали в прошлый раз. Теперь мы, смотрите, мы набирали 4, потом биконус, потом 3. Мы идем в обратном направлении, поэтому мы набираем 1, 2, 3, биконус, и 1, 2, 3, 4. То есть здесь, смотрите, у нас был такой набор. Мы набирали 4, биконус, 3. А теперь мы идем в обратную сторону, и мы набираем теперь такой набор. 3, биконус и 4. Вот так. И заходим в бисерину, которая возле биконуса. В обратную сторону идти гораздо легче. Ну и вот мы одели нашу следующую дугу. И каждый раз набираем 3 бисерины, биконус, 4 бисерины. И проходим вот в эту вот бисериночку, которая стоит возле биконуса. Может быть, вы захотите и сделаете вместо вот этих бисерин, которые у меня здесь голубые, можете поставить какие-нибудь бусинки с большими дырочками. Потому что основное хождение приходится на вот эти бисеринки. И последний наш набор. Мы выходим вот в эту вот бисеринку. И проходим дальше вот сюда, где мы будем закреплять нитку, наши технические бисерины. Вот так. Ну вот мы и закончили наш браслет. Нитку закрепляем. Одеваем наконечник. Я вот использовала вот такие вот бусины. Смотрите, очень хороши они для закрытия браслетов. У меня еще есть другие разновидности. Главное, что здесь вот такая вот большая дырка в этих металлических бусинках. И их можно смело вот так вот одевать. И смотрите, как красиво получается. Ну а на этом, друзья мои, плетите с удовольствием. Пусть у вас все всегда получается. Всего вам доброго. До свидания.